Всем привет, мои хорошие! Для приготовления этого вкусного блюда из рыбы нам понадобится 2 тушки хека или минтай. У рыбы отрезаем плавники со стороны спинки и брюшка. Затем брюшко разрезаем. Удаляем внутренности и черные пленки, для того, чтобы рыбка не горчила. Затем рыбу промываем и разрезаем пополам. Повторяем процесс со второй рыбой. Я больше не буду жарить рыбу. Запеченная рыба дешево и полезно для всей семьи. Когда у меня есть рыба, я запекаю ее в духовке по этому рецепту. Я никогда не ела такой вкусной рыбы. Не жарьте рыбу, попробуйте запечь ее по этому рецепту. Вкусный и полезный обед или ужин из простых и доступных продуктов для всей семьи. Полезно, вкусно и просто. Этот рецепт рыбы стал моим любимым рецептом. Перекладываем рыбу в миску, замаринуем рыбу, посыпаем рыбу 1 чайной ложкой гранулированного чеснока, добавляем половину чайной ложки сушеного укропа, добавляем 1 чайную ложку сладкой копченой паприки, 1 чайную ложку специй к рыбе и половину чайной ложки розмарина. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю половину чайной ложки соли и черный перец по вкусу и по желанию. Добавляем 3 столовые ложки растительного рафинированного масла. Хорошенько намазываем рыбу со всех сторон специями. Запеченный хек в духовке. Просто поставьте рыбу в духовку, дешево и полезно. Рецепт, который удивил всех. Если вы не знали, как приготовить хек, то рыба с овощами просто находка. Хек вкуснее лосося. Накрываем пищевой пленкой и оставляем промариноваться на 1 час. По истечении времени полукольцами нарежем 4 репчатых лука. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Для меня важно мнение каждого моего зрителя. Пишите свой отзыв в комментариях. Напишите в комментариях, какой ваш любимый рецепт рыбки. Мне будет интересно почитать и пообщаться с вами. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Разделяем полуколечки лука друг от друга и перекладываем лук в форму для выпекания. Теперь лук солим по вкусу. Я добавляю 1/3 чайной ложки и посыпаем половиной чайной ложки сахара. Также нам понадобится 6 зубчиков чеснока. Чеснок очищаем. И нарезаем мелким кубиком. Посыпаем чесноком лук. Также нам понадобится половина пучка укропа. Укроп мелко нарезаем. Посыпаем лук. Перекладываем рыбу на подготовленную подушку из лука, чеснока и укропа. Поливаем оставшимся маринадом. Равномерно распределяем. Поливаем 2 столовыми ложками лимонного сока. При помощи кисточки равномерно распределяем. Накрываем пергаментной бумагой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Смотрите по своей духовке.
3 очищенных картофеля нарезаем брусочками шириной 7-10 мм. Промакиваем картофель бумажными полотенцами и перекладываем в миску. В картофель взбиваем 1 куриное яйцо. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю 3 чайные ложки и черный перец. Добавляем пол чайной ложки паприки сладкой копченой, 3 чайные ложки куркумы и пол чайной ложки гранулированного чеснока. Добавляем 1 столовую ложку кукурузной муки. Хорошенько перемешиваем. В сковороду вливаем 150 мл растительного масла. Хорошенько прогреваем и выкладываем картофель в разогретое масло. Обжариваем 3-5 минут на умеренном огне до золотистости. Затем картофель переворачиваем. Обжариваем еще 3-5 минут на умеренном огне до золотистости. Готовность картофеля проверяем зубочисткой. Вынимаем картофель на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Также промакиваем бумажными полотенцами. Вот такой картофель получается. Приготовим соус. Нам понадобится 1 столовая ложка густого несладкого йогурта, 1 столовая ложка кетчупа, 1 столовая ложка майонеза и половина столовой ложки французского соуса с горчицей. Перемешиваем. Вот такой соус получается. Подаем с картофелем. Хек, запеченный на луковой подушке, тоже готов. Подаем к столу. Здоровый, вкусный и полезный рецепт. Блюдо из рыбы еще никогда не было таким вкусным. Рецепт не займет у вас много времени. Дешевый хек точно вкуснее красной рыбы. Вот как надо готовить хек. Это один из лучших рецептов рыбы. Простой и быстрый ужин, запеченная рыба в духовке. Я всегда буду так готовить рыбу хек. Для приготовления этого вкусного блюда из рыбы хек очищаем от чешуи и отрезаем плавники со стороны спинки, затем со стороны брюшка. Невероятно простой и доступный рецепт для всех. Очень легко готовить. Дешевый хек вкуснее лосося. Этот рецепт рыбы удивил всех моих гостей. Блюдо готовится из простых и доступных продуктов на скорую руку. Великолепная идея на обед или ужин для всей семьи на каждый день. И не стыдно подать и к праздничному столу. Этому трюку меня научила еврейская семья. Полезно, вкусно и просто. Запеченная рыба дешево и полезно для всей семьи. Теперь брюшко разрезаем, удаляем внутренности и обязательно удаляем черные пленки. Вот такая рыбка получается. Теперь на тушке делаем надрезы на расстоянии 2 см друг от друга, с двух сторон, не разрезая хребет.
Перекладываем рыбу в блюдо. Замаринуем рыбу. Нам понадобится 2 столовые ложки растительного рафинированного масла. Добавляем половину чайной ложки соли. Черный перец по вкусу. Половину чайной ложки специй к рыбе. Половину чайной ложки гранулированного чеснока. Перемешиваем. Смазываем ароматным маслом рыбку с 2 сторон. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Для меня важно мнение каждого моего зрителя. Пишите свой отзыв о рецепте в комментариях и поделитесь, пожалуйста, своим опытом, как любите готовить хек вы. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Оставляем рыбу мариноваться на 1 час. Тем временем займемся гарниром. 3 довольно крупных картофеля хорошенько промываем и заворачиваем в фольгу. Перекладываем в форму для выпекания и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут до мягкости и готовности картошки. Смотрите по своей духовке. Теперь форму для выпекания смазываем растительным маслом. Теперь 1 некрупный репчатый лук нарезаем тоненькими четвертькольцами. Также нам понадобится несколько перьев зеленого чеснока. Довольно крупно нарезаем. Теперь к луку с чесноком добавляем четверть чайной ложки соли, черный перец и четверть чайной ложки сахара. Перемешиваем. Перекладываем половину лука с чесноком в форму для выпекания и равномерно распределяем. На лук выкладываем рыбку. Теперь нам понадобится половина некрупного лимона. Лимон нарезаем четверть кружочками. Закладываем в надрезы рыбки. Оставшийся лимон равномерно распределяем по рыбе. Теперь на рыбку выкладываем оставшийся лук с чесноком. Добавляем 2 лавровых листика. И 5 горошин душистого перца. Поливаем 1 столовой ложкой растительного рафинированного масла. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Смотрите по своей духовке. Приготовим начинку для картошки. Разогреваем сковороду с 2 столовыми ложками растительного рафинированного масла и некрупным кубиком нарезаем 1 некрупный репчатый лук. Отправляем лук в сковороду. Добавляем половину чайной ложки сахара, перемешиваем и обжариваем до появления золотистости. Пока обжаривается лук, очищаем 150 грамм шампиньонов.
Периодически лук перемешиваем. Теперь шампиньоны разрезаем пополам и нарезаем пластинками. Отправляем грибы в сковороду. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю половину чайной ложки соли, черный перец по вкусу, половину чайной ложки куркумы и половину чайной ложки гранулированного чеснока. Перемешиваем, обжариваем до выпаривания жидкости и появления золотистости у грибочков. Добавляем 200 мл сметаны, у меня 15% жирности. Перемешиваем и протушиваем буквально 1,5-2 минуты. Начинка готова. Теперь картофель разрезаем пополам. При помощи ложки вынимаем серединку. Перекладываем подготовленные лодочки из картофеля в форму для выпекания, а серединку картошки разминаем вилкой. К размятому картофелю добавляем грибы. Также нам понадобится несколько стеблей укропа и петрушки. Зелень мелко нарезаем. Отправляем в миску. Перемешиваем. Заполняем начинкой лодочки из картофеля. Также нам понадобится 30 грамм сыра. Сыр натираем на картофель и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут. Тем временем хек готов, подаем к столу. По желанию посыпаем зеленью и наслаждаемся. Рыбка получается нежная, сочная. Благодаря надрезам ее легко есть. Когда у меня есть рыба, я запекаю ее в духовке по этому рецепту. Я всегда буду так готовить рыбу хек. Блюдо из рыбы еще никогда не было таким вкусным. Лучше, чем жареная рыба. Картошка с грибами также готова. Не жарьте рыбу, попробуйте запечь ее по этому рецепту. Запеченный хек в духовке с лимоном. Любители рыбы не смогут пройти мимо, не попробовав его. Готовить дома легко, просто и вкусно. Для приготовления этого вкусного блюда из рыбы нам понадобится 2 тушки хека. Хек очищаем от чешуи, удаляем плавники. Сначала со стороны брюшка. Затем со стороны спинки. Теперь брюшко разрезаем, удаляем внутренность, обязательно удаляем черные пленки, чтобы рыбка не горчила. И промываем рыбку. Вот такая рыба получается. Повторяем процесс со второй скумбрией. Дешевый хек вкуснее лосося. Этот рецепт рыбы удивил всех моих гостей. Невероятно простой и доступный рецепт для всех. Очень легко готовить. Этому трюку меня научила еврейская семья. Вкусный рецепт из простых и доступных продуктов. Великолепная идея на обед или ужин для всей семьи на каждый день. Правильное и здоровое питание. Дешево и полезно. Рыба в духовке еще никогда не была такой вкусной. По этому рецепту можно приготовить и минтай. Теперь хек нарезаем на порционные кусочки. У меня тушки небольшие, поэтому я их разрезала на 3 части. На каждом кусочке делаем надрезы наискосок. С 2 сторон, чтобы получились такие ромбики. Не разрезая хребет.
Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Для меня важно мнение каждого моего зрителя. Пишите свой отзыв о рецепте в комментариях. И делитесь, пожалуйста, своим опытом, как готовите хек вы. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Перекладываем рыбу в миску. Замаринуем рыбу. Нам понадобится одно киви. Киви очищаем и натираем на мелкой терке. Добавляем киви к хеку. Вливаем 3 столовые ложки соевого соуса. Добавляем 1 столовую ложку соуса терияки. Добавляем 1 столовую ложку растительного рафинированного масла и черный перец по вкусу. Добавляем половину чайной ложки специй к рыбе, половину чайной ложки сладкой копченой паприки и половину чайной ложки гранулированного чеснока. Перемешиваем, оставляем рыбу промариноваться на 1 час. По истечении времени подготовим овощи. Нам понадобится 2 небольших репчатых лука. Лук очищаем и нарезаем некрупным кубиком. Отправляем лук в миску. Также нам понадобится 1 корень сельдерея. Сельдерей очищаем. Теперь сельдерей нарезаем довольно крупным кубиком. Добавляем сельдерей к луку. Также нам понадобится зелень. У меня несколько стеблей укропа и петрушки. Зелень мелко нарезаем. Добавляем к овощам. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю 1/3 чайной ложки соли. Черный перец по вкусу. 1 столовую ложку лимонного сока и 1 столовую ложку растительного рафинированного масла. Перемешиваем. Отправляем овощи в форму для выпекания. Равномерно распределяем. На овощи выкладываем рыбу. Для сочности и сливочного вкуса нам понадобится 20 грамм сливочного масла. Масло нарезаем тоненькими пластинками и выкладываем на рыбу.
Накрываем форму фольгой и отправляем рыбу в духовку, разогретую до 180 градусов на 30-40 минут. Смотрите по своей духовке. Тем временем подготовим гарнир. Нам понадобится 4 картошки. Картофель разрезаем пополам и каждую половинку нарезаем на 4 скибочки. Промакиваем картофель бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу, и отправляем в миску. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю пол чайной ложки соли, черный перец по вкусу, половину чайной ложки гранулированного чеснока, треть чайной ложки куркумы и треть чайной ложки сладкой копченой паприки. Добавляем 1 столовую ложку кунжута и 2 столовые ложки растительного рафинированного масла. Перемешиваем. Теперь нам понадобится 20 грамм сыра. Натираем сыр на мелкой терке. Перемешиваем. Добавляем 2 столовые ложки панировочных сухарей. У меня домашние. Снова перемешиваем. Перекладываем картофель в форму для выпекания в один слой. Затем накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Смотрите по своей духовке. Рыбка с овощами готова, подаем к столу. Рыбка получается сочной, нежной. Благодаря надрезам ее легко есть. Сельдерей получается нежным и почти неотличим по вкусу от грибов. Картошка тоже готова. Готовность проверяем шпажкой, вилкой, зубочисткой. Не жарьте рыбу, попробуйте запечь ее по этому рецепту. Вкусный и полезный обед или ужин для всей семьи. Дешевый хек точно вкуснее красной рыбы. Хек с картошкой – великолепное блюдо, чтобы накормить свою семью сытно, просто и вкусно. Я больше не буду жарить рыбу. Это один из лучших рецептов рыбы. Вот как надо готовить хек. Готовить дома легко, просто и вкусно. Для приготовления этого вкусного рецепта нам понадобится рыба хек, 2 тушки. Рыбу не до конца размораживаем, так легче ее будет обработать. Счищаем шкурку. Затем со стороны брюшка срезаем плавники. Выкладываем рыбу на брюшко и делаем надрезы вдоль хребта с 2 сторон от плавника, отделяя филе рыбы от хребта, не разрезая филе со стороны брюха. Удаляем хребет. Затем удаляем внутренности и черные пленки. Вот такое филе получается. Повторяем процесс со второй рыбкой. Невероятно простой и доступный рецепт для всех. Вкусный рецепт из простых продуктов. Почему я не знала этот рецепт раньше? Я всегда буду так готовить рыбу. Рецепт удивил всех моих близких. Дешевый хек вкуснее лосося. Никто не верит, что я готовлю его так просто. Если вы не знали, как вкусно приготовить рыбу, этот рецепт идеально подойдет вам. Прекрасное блюдо из рыбы на обед или ужин для всей семьи. Вкусный рецепт из рыбы на каждый день. Запеченная рыба в духовке еще никогда не была такой вкусной.
Выкладываем рыбку на доску. Теперь филе рыбы необходимо посолить. Я на каждое филе добавляю по 1/3 чайной ложки соли. Теперь рыбку перчим по вкусу. Затем филе посыпаем специями к рыбе. Нам понадобится половина чайной ложки на оба филе. Добавляем сладкую копченую паприку, также пол чайной ложки. Теперь половину чайной ложки сушеного гранулированного чеснока и треть чайной ложки сушеного розмарина. На каждое филе выкладываем по 1/3 чайной ложки французской горчицы в зернах. Каждое филе поливаем 1 столовой ложкой лимонного сока. Теперь поливаем по 1 столовой ложке рафинированного растительного масла. Хорошенько распределяем специи по филе. Используем для этого кисточку. Теперь мелко нарежем половину пучка свежего укропа. Посыпаем рыбку. Оставляем рыбу промариноваться на 1 час. По истечении времени займемся начинкой. Одну морковь очищаем, разрезаем пополам, нам понадобится 1 половинка. Натираем на крупной терке. Выкладываем морковь на филе рыбы только с одной стороны. Также нам понадобится половинка репчатого лука. Нарезаем его мелким кубиком. Раскладываем лук по моркови. Мелкой соломкой нарежем 6 маринованных корнишонов. Выкладываем огурцы на лук. Приготовим заливку. Нам понадобится 2 столовые ложки майонеза. Вливаем 3 столовые ложки соевого соуса и добавляем 1 чайную ложку французской горчицы в зернах. Хорошенько перемешиваем. Вот такой соус получается. Поливаем овощи, выложенные на рыбку, 2 столовыми ложками соуса. Теперь форму для выпекания смазываем 1 столовой ложкой растительного масла. Накрываем овощи свободным филе рыбы. Перекладываем рыбу в форму для выпекания.
Смазываем каждую рыбку оставшимся соусом. Теперь нам понадобится 8 помидорок черри, разрезаем их пополам. Выкладываем помидорки на рыбку. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Смотрите по своей духовке. Фаршированный запеченный хек овощами готов, подаем к столу. Блюдо из рыбы получается невероятно вкусным, ароматным, красиво и ярко смотрится на столе, прекрасно подойдет как на каждый день, так и к праздничному столу. Я больше не буду жарить рыбу, просто поставьте рыбу в духовку, дешево и полезно. Обязательно попробуйте этот рецепт рыбы, простой и быстрый ужин, запеченная рыба в духовке. Хек вкуснее лосося. Рыба с овощами – это не просто вкусно, но и очень полезно. Это один из лучших и вкусных рецептов приготовления рыбы. Вот как надо готовить хек. Готовить дома легко, просто и вкусно. Для приготовления этого вкусного рецепта нам понадобится рыба хек весом 1 кг 200 грамм, 2 штуки. У рыбы отрезаем плавники со стороны спинки и брюха. Разрезаем брюшко. Удаляем черные пленки. Удаляем внутренности. Хорошенько промываем рыбу. Затем, в зависимости от размера, делим рыбу на 2 либо 3 части. Вот как надо готовить хек. Обязательно попробуйте и приготовьте невероятно вкусный ужин из рыбы. Это один из лучших и вкусных рецептов приготовления рыбы. Рыба с овощами на сковороде – идеальный рецепт на каждый день для всей семьи. Я всегда буду так готовить рыбу хек. Дешевый хек вкуснее лосося. Теперь на каждой части рыбы делаем надрезы до хребта с 2 сторон. В сковороду вливаем 3 столовые ложки растительного рафинированного масла. Прогреваем. Теперь в тарелку всыпаем 3 столовые ложки муки, у меня цельнозерновая. Добавляем половину чайной ложки сушеного укропа, половину чайной ложки специй к рыбе и половину чайной ложки копченой сладкой паприки. Добавляем чайную ложку соли и черный перец по вкусу и по желанию. Хорошенько перемешиваем. Теперь обваливаем рыбу в ароматной мучной смеси. Опускаем рыбу в сковороду.
Обжариваем на большом огне 5-7 минут до золотистости. Тем временем займемся овощами. Очищаем 2 небольших репчатых лука и нарезаем небольшим кубиком. Переворачиваем рыбку и также на большом огне обжариваем до золотистости 5-7 минут. Убираем рыбу со сковороды. В эту же сковороду отправляем лук. Перемешиваем, обжариваем до полупрозрачности. Тем временем очистим и нарежем небольшим кубиком 3 зубчика чеснока. Перемешиваем лук и добавляем чеснок. Перемешиваем и обжариваем до золотистости. Тем временем на крупной терке натрем одну морковь. Перемешиваем лук с чесноком и добавляем морковь. Обжариваем до полумягкости. А пока нарежем один сладкий болгарский красный перец небольшим кубиком. Добавляем перец к овощам. Обжариваем до полумягкости. Пока обжариваются овощи, довольно крупно нарежем 2 спелых сочных томата. Овощи перемешиваем, добавляем помидоры. И обжариваем, чтобы они пустили сок.
Освобождаем середину сковороды и добавляем туда 2 столовые ложки томатной пасты. Для баланса вкуса добавляем пол чайной ложки сахара. Перемешиваем томатную пасту. Добавляем пол чайной ложки соли. Черный перец по вкусу и по желанию. Добавляем 5-7 горошин черного перца. Хорошенько перемешиваем. Вливаем 150 мл питьевой воды и доводим до кипения. Добавляем 2 лавровых листика. Опускаем рыбку в соус. Накрываем крышкой и тушим на умеренном огне 10 минут. Затем рыбку переворачиваем. И также на умеренном огне тушим еще 10 минут. Хек в овощном соусе готов, подаем к столу. Блюдо получается невероятно вкусным. Простой и быстрый рецепт рыбы. Дешевый хек вкуснее лосося. Я всегда буду так готовить рыбу. Если вы не знали, как приготовить рыбу вкусно, просто и быстро, это прекрасный рецепт. Тушеная рыба с овощами – идеальное блюдо на обед или ужин для всей семьи. Рецепт, который удивил всех. Дешево и полезно. Идеальный рецепт хека с овощами прекрасно подойдет как на каждый день, так и к праздничному столу. Обязательно попробуйте этот рецепт рыбы. Для приготовления этого вкусного блюда нам понадобится 1 кг хека. Очищаем рыбку от чешуи, удаляем внутренности и черные пленочки, отрезаем плавники. И промываем рыбку. Теперь на рыбке делаем надрезы до хребта на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга с каждой стороны хека. Это один из лучших и вкусных рецептов приготовления рыбы. Вот как надо готовить хек. Хек вкуснее лосося. Я всегда буду так готовить рыбу хек. Рецепту меня научил индийский повар. Если вы не знали, как готовить вкусно рыбу в духовке, это идеальный рецепт для вас. Я больше не буду жарить рыбу. Запеченный хек в духовке. Просто поставьте рыбу в духовку. Дешево и полезно. Рецепт, который удивил всех. Любители рыбы не смогут пройти мимо, не попробовав его. Перекладываем рыбу в блюдо. Теперь с каждой стороны солим рыбку. В общей сложности на всю рыбу нам понадобится пол чайной ложки соли. И перчим по вкусу и по желанию. Посыпаем рыбу специями к рыбе. Нам понадобится в общей сложности половина чайной ложки специй к рыбе. Также посыпаем рыбку копченой паприкой. Нам понадобится половина чайной ложки. Поливаем хек половиной столовой ложки лимонного сока.
Хорошенько обмазываем рыбку специями, не забывая про брюшко. Теперь мелко нарезаем полпучка укропа. Посыпаем хек укропом. Также закладываем укропы в брюшко. Переворачиваем рыбку. С этой стороны рыбу также солим, перчим и посыпаем специями к рыбе и копченой паприкой. Поливаем половиной столовой ложки лимонного сока. Тщательно обмазываем рыбку. Снова посыпаем укропом. И отставляем хек промариноваться на полчаса. Тем временем займемся овощами. Очищаем и промываем 2 луковицы. Теперь лук нарезаем четверть кольцами. Разделяем четверть колечки друг от друга и отправляем лук в миску. Некрупным кубиком нарезаем 1 морковь. Добавляем морковь к луку. 2 помидора промываем и нарезаем некрупным кубиком. Удаляем плодоножку. Добавляем помидоры к овощам. Теперь овощи солим. Нам понадобится 1/3 чайной ложки соли. Добавляем половину чайной ложки прованских трав и половину чайной ложки сладкой копченой паприки. Поливаем овощи 1 столовой ложкой рафинированного растительного масла. Хорошенько перемешиваем. Пересыпаем овощи в форму для выпекания. Равномерно распределяем. На овощи выкладываем рыбку. Приготовим заливку. 1 помидор промываем и разрезаем на 4 части. Удаляем плодоножку. Натираем помидор на крупной терке, придерживая за шкурку. Шкурку удаляем. Теперь к натертому томату добавляем 4 столовые ложки сметаны 15% жирности, 1 чайную ложку французской горчицы в зернах. Теперь нам понадобится 2 зубчика чеснока. Чеснок очищаем.
и мелко нарезаем. Отправляем чеснок к заливке. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю треть чайной ложки соли. Перемешиваем. Поливаем рыбку заливкой. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-35 минут. Смотрите по своей духовке. По истечении времени достаем рыбку из духовки и удаляем фольгу. Отправляем рыбку в духовку еще на 5 минут, чтобы подрумянился верх. Хек с овощами в духовке готов. Подаем к столу. Я подаю с отварным картофелем. Блюдо из хека получается невероятно вкусным. Прекрасная идея на обед или ужин для всей семьи. Идеальный рецепт хека с овощами прекрасно подойдет как на каждый день, так и к праздничному столу. Обязательно попробуйте этот рецепт рыбки. Если вы не знали, как приготовить хек, то рыба с овощами просто находка. Простой и быстрый ужин, запеченная рыба в духовке. Готовить дома легко, просто и вкусно. Смотрите также вот эти мои рецепты. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.